Бывают моменты, когда кажется, что твои забавы важнее увлечений близких людей. Будто тебя променяли и забыли. Но если в порыве ревности совершишь ошибку, глупый поступок, тогда есть шанс в момент потерять абсолютно все, и откатиться уже не получится. Среди бесплатных персов Вебер крайне нетипичен. Его внешний вид привлекает игроков во всех версиях Don't Starve. Правда, поиграть за него в одиночке сразу не получится. Необходимо сначала заполучить его череп. Казалось бы, у пауков его нет, но ведь этот наполовину человек. Выпадает череп с любых членистоногих, но шанс крайне низок. Возможно, придется разворотить не один кокон. Добыв его, отправляйся почтить память, закопав черепушку в первой попавшейся могиле. Некромантия воскресит несчастного, и тот, вернувшись с мира мертвых, отправится прямиком в меню выбора персонажей. Надеюсь, восставшие вместе с ним пауки не будут для тебя проблемой. У него по 175 здоровья и голода, и всего 100 рассудка. Недостаток нейронов вполне объясним. Часто видел гениальных мутантов. Поедание любой монстра еды, кроме дуриана, и наносит Веберу штраф. Почему именно дуриан стал исключением, неясно. Зато ты можешь спокойно питаться своими же сородичами и делать из них лазанью. Есть и любимая еда. Морожка. Восстанавливает 40 сытости и 50 рассудка. Но не спеши радоваться, поедать сородичей все же придется. Ведь помимо льда и меда в морожку необходимо и так сложно получаемое масло или молоко вольткос. При старте в инвентаре будет 2 мяса монстра и кокон первого уровня, который Вебер способен расположить в любом месте на суше. Пауки вылазят из домика к вечеру и до утра шатаются по округе, после чего стремятся вернуться в родное гнездо. Подробности их быта узнай из моего гайда. Каждые несколько дней уровень кокона будет расти, а вместе с ним будет расти и устойчивость к разрушению, лут, ну и количество и качество обитающих в нем жителей. Третий максимальный, из него впоследствии появится прекрасная королева. Такой себе босс, имеющий 2500 здоровья в Together и вдвое меньше в одиночке. Она не станет атаковать Вебера первой, и рассудок не снимет. А если заагрить, тогда помимо 80 наносимого урона для защиты примется спавнить черных пауков, пауков-воинов и еще медиков в многопользовательской неголодайке. Медик появляется реже. У него 400 здоровья, но наносит только 10 урона, что в 2 раза меньше, чем у остальных пауков. Их фишка в возможности периодически неплохо так киллить членистоногих в небольшом радиусе, в том числе и Вебера по 8 хп. Вебер-то и сам способен стать хиллером. В том же ДСТ за 2 меда и пепла у него есть крафт на исцеляющую жижу. Лечить, правда, сможет только членистоногих, восстанавливая им 80 хп в узком радиусе, тогда как себе только 8. Очевидно, что пауки к Веберу изначально нейтральны. Их можно приручать в неограниченном количестве, но только на некоторое время, и в отличие от свинов сразу несколько. Услуги телохранителя оплачиваются любым мясным продуктом. Время лояльности и количество прирученных лоботрясов зависит от скормленного объема. От 1 за кусочек мяса, вплоть до 3 за более питательные блюда. Только поосторожней с перезаходами, а то потеряешь преданных союзников. Выходит, что селиться у коконов оптимальное решение, защиты лишней не будет. Кроме того, передвижение по окрестностям тебя не замедлит, а в Together даже ускорит. С помощью 5 паутины можешь прокачать его уровень, увеличив вместительность. Или скрафтить паучьи яйца, добавив к 12 паутины еще по 6 гланд и папируса. В Together же рецепт дешевле. Паутину добывать даже не уничтожая источник. Вебер отращивает ее в качестве бороды. На каждую стадию роста уйдет 3 дня, а уже через 9 получишь максимум. 6 штук. Она защищает от холода и увеличивает риск перегрева летом. Состриги ее с помощью бритвы и получи паутину. Это действие чуток поднимет рассудок. А набрав 6 штук, создай цилиндр, увеличивающий его аж на 3 единицы в минуту на протяжении 8 игровых дней. Вдобавок получишь и небольшую защиту от влаги. В ДСТ Вебер способен побрить и мохнатые шарики, получив за каждый уровень по паутине, или даже уничтожив кокон полностью. Нет времени ждать, когда вырастет необходимое количество бороды? Займись геноцидом. С пауков паутина выпадает с вероятностью 25%. Учитывай, они защищают друг друга, что дает некоторые трудности в добывании. Упростить процесс способна паучья шляпа, позволяющая любому игроку контролировать их 2 минуты. Атакуй кокон в ней. Пауки вылезут, но нападать не станут. Тогда и спокойно выноси их по одному. Для получения изящного аксессуара придется победить королеву пауков или достать с небольшим шансом из мешка Клауса.
В Together Веберу доступен еще паутинный свисток на 50 использований. Он способен выводить пауков из сна и выгонять из дому. Также поможет сбросить агр с уже прирученных или отпугнуть от жрачки. В противовес свистку в крафтах есть и трещотка. С ее помощью на секунду снимаешь с пауков агрессию, но взамен потеряешь приручение, если оно изначально было. Братские отношения с пауками и устрашающий внешний вид отпугивает дружелюбных к другим персонажам мобов. Деревни свиней уже не так привлекательны. Обитатели будут атаковать при первой возможности. Лесные енотокоты также агрессивно настроены, но не шибко опасны. Другое дело подземные зайцы. Впрочем, их в подземелье немного, в отличие от пауков. Плевун, пещерный, глубинный. Их всех Вебер способен приручить. Создавай несокрушимую армию и окутай паутиной все, выстраивая города из коконов. А когда надоест, прикорми одного и натрави на другого. Такой масштабной битвы ты никогда не забудешь. Полученного лута хватит на долгое время. Поднять на поверхность армию в одиночной версии не получится. А вот в Together воспользуйся ловушкой. С ее помощью любой игрок способен ловить и перетаскивать их в любое место. Тогда как Вебер обойдется и без нее, только дождись, когда уснут, и сделай свое грязное дело. Также в Together Веберу доступны печеньки, мутагены. Всего таких 6, по одному на каждого паука. Для создания понадобится рецепт. Прикорми того самого, необходимого тебе, и вмиг появится возможность перевоплощать никчемных оболтусов в легендарных и устрашающих воинов или лекарей, получая в придачу их услужливость. В крафтах используется мясо монстра, паутина в разных количествах и свойственный этому виду предмет. Вебер и сам не против заживать печеньки и пополнить немного сытости, правда без смены облика. Сменить тип паука способен любой игрок, достаточно бросить мутаген на землю. Приручения не получишь, но паук превратится в желаемого. Проблема недружелюбия с остальными мобами решается деньгами, точнее с помощью платного расширения к одиночке. Гамлет, где при старте Веберу дается маска лжителя. Есть возможность перенести ее в другие миры через аттракцион. С ее помощью станет доступно приручение зайцев и свиней. Впрочем, теперь вместо них получишь по голове от родных пауков, так что раздевайся по возвращению домой. Маска бесконечна, но если потерял, крафт несложный. А если денег нет, установи мод, добавляющий ее в Together. Рецепт чуток сложнее. Кожа свиньи, 2 веревки и 5 паутины. В одиночной версии, очевидно, Вебер супер крут. А в DST, кроме всего прочего, и сильно полезен команде, которую ты определенно уже нашел у нас в Discord. Например, у него есть набор декораций. Он действует по радиусу и превращает любой кокон и близко стоящие в дружественных ко всем игровым персонажам. Паучки будут бегать будто укуренные волшебной травкой, а кокон обзаведется гламурненькими стикерами и флажком. Кокон также перестанет расти, что значит королева пауков из него уже не вылупится. Но стоит только ударить любого укурыша или их модное обиталище, пусть и случайно, как идиллия с дружественной аурой улетучится. Оттого и создавать армию стоит подальше от основной базы. Сожительство с пауками может быть крайне опасно для остальных и печально, если волосатый друг не окажется рядом, чтобы разогнать их трещоткой. С помощью отдельной базы с пауками Вебер экономит ресурсы команды, используя коконы 3-го уровня как бесконечную палатку. А приручение целой банды и возможность одевать на них обмундирование сильно пригодится в сложных битвах. Представь, если превратить их в пещерных, у которых есть панцирь, поглощающий 75% урона. Добавить медиков и исцеляющую жижу. Получится тот еще Dream Team, разносящий боссов как орешки. А вот пауков-воинов удобно использовать для охоты на мелких быстрых животных. Не понадобятся ловушки для кроликов и сачок для бабочек. Но учитывая, что твои помощники способны сожрать съедобный лут, действуй быстро, если он необходим. В Together разработчики наконец добавили Веберу ожидаемые особенности, сделали более привлекательным. Заполучив его в команду, получишь бесконечный источник паутины, хилок и мяса монстра. Проблема с рассудком, правда, осталась, но теперь-то ты знаешь, как с ней бороться.